Так, друзья, всем привет. Серферы, бездельники, девианты. Всем привет. Начинаем наш моноэфир. Я не поел, поэтому взял с собой тут все, что в офисе было. Кусочки сыра, которые еще остались. Короче, какую-то солянку. Буду потихоньку подъедать, потому что есть хочется, сил нет. Читаю ваши комментарии. Этим эфиром вы обязаны исключительно Елене Кистрице с ее наглостью и, значит, способностью как бы нытьем мотивировать меня, чтобы я вышел в моноэфир, потому что, честно говоря, я не хотел выходить. У нас были с потоком там какие-то проблемы. И, короче говоря, будем сегодня разговаривать по поводу кучи процессов. Я почитал и это интервью с Мельниченко, о котором Кистрица там написала комментарий. И Пастухова посты, хотя практически все видел, на которые она тоже обратила внимание, сказала, что стоит обратить внимание. Собственно говоря, поэтому и название такое СВО рухнуло, потому что там в одном из постов у Пастухова была такая цитата. Я подумал, что это очень неплохо как бы отражает реальность, точнее говоря, вообще отлично отражает реальность. И речь идет о переводе войны для России в другое качество и для нас тоже. И, в общем-то, мы об этом сегодня будем разговаривать с кучей видосов. Я почему задержался, потому что, поскольку я не особо собирался как бы выходить в моноэфир, то я отобрал видео, вы сейчас все это увидите. Плюс картинки, плюс цитаты, в общем, пришлось проделать работу определенную. И начнем мы с этого чувачка, Гольмана, который, я думаю, всех вас веселит последние недели. Если хотите поднять настроение, то всегда можно его посмотреть. Но я вот решил отдельное видео его просто целиком взять и пройтись по основным таким нарративам, потому что вот этот его спич, который вы сейчас увидите, он как раз является, во-первых, иллюстрацией того, что СВО рухнуло, то есть прямой иллюстрацией, а во-вторых, он является, как бы таким квинтэссенцией вот этого русского бессознательного, потому что там все вот ключевые какие-то их смыслы, там архетипическое, вот это все, что там бродит, вот оно там что-то вырывается периодически наружу. Вот он, просто такой ходячая иллюстрация этого всего, что у них творится в головах дремучих, и поэтому я решил остановиться на нем отдельно и начать эфир, собственно говоря, с него. Поэтому давай, поехали. Дорогие мои, доброе утро. Итак, мы все поняли, что все наше руководство допизделось. Пердеж Аркорежа рассосался везде, блядь, по венам, по воздуху, все. И больше нет, нахуй. Дедушка Трамп похвалил Зеленского, сказал, что надо бить глубже, лучше. Так что, ребятки, усиляйтесь, укрепляйтесь. Впереди тяжелое время, блядь. И не надо тот пиздец, что, сука, я паникер, блядь. Сейчас что-то все об этом пиздят, и никто никого никем не обзывает, нахуй. Это вранье, оно уже на самом деле всем надоело. Вранье за Купянск, вранье за Константиновку. Хватит врать президенту. Кто-нибудь с яйцами может зайти и сказать правду, что творится в стране? Не так, как Решетников говорит, мы догоняем Америку, блядь. Перегоняем. Ага, блядь. На ишаках да на ослах, что ли, блядь? Или где? В какой нахуй экономике? Вон пенсия сегодня пришла, 4800. Сука, думаю, блядь, то ли бак залить, то ли пойти пропить ее нахуй. Так и то не напьешься, не хватит. Посмотрите, как живут наши военные. Меня прям это подколачивает. Мне жены иногда подходят, говорят, а мне, блядь, аж плакать хочется. Зарплата, блядь, 50 тысяч, 40 тысяч МЧС. Как наши пацаны на северах живут. Я был там в Мурманске, в областях. Я видел эти города. Города-призраки. Да там должно быть, сука, оазис страны, блядь. Там должно быть все. Кинозалы, спортивные мероприятия всех видов, блядь. Они должны, блядь, с этой подводной лодки вылазить и жить, как им хочется. И дети должны видеть, что, сука, творится, когда ты, сука, родине служишь. А не съебаться из этого городка, потому что, сука, блядь, там даже не покрашено ничего.
пока мы не вернем учителям силу. Когда учитель учит, а не дает программу. Когда мы не избавимся всего этого американского говна, который нам въебали, блядь. Дураков этих менеджеров посадили, блядь, которые правят нами. Ой, блядь, когда-то, хотел бы сказать, вспомнить старые добрые времена, когда дедушка Сталин был, жена у Молотова, она просто встретилась с какими-то сионистами и попиздела. На нахуй, и поехала, сука, по этапу. Жена Калинина тоже где-то промахнулась и поехала. Что видим мы сейчас, жены генералов все в бриллиантах. В сумках Биркин по 10, 20, 30 и 40 тысяч евро. Сука, как поменялся этот мир. А ведь другие офицеры, смотря на вас, охуевают. Эти офицеры сейчас, сука, воюют. И полковники, и генералы. И они готовы, сука, воевать-то. Дайте чем, бля. Президент, сука, сказал, есть все и даже больше. Кто где прячет. Ну вот остановлю на этом моменте, потому что Лот уже достаточно много наговорил. Ну вот, как видим, губаревская тема с навиопами тут во всей красе. Ну, потому что все вот буйным боярышником оно так вот как бы цветет. И мысль мечется от Сталина к жене Молотова там, и Калинина. И все эти как бы конспирологические версии там о том, что всякие там разведки правили и влияли даже при товарище Сталине, вот они расцветают. Ну, то есть, короче говоря, все опутало заговорами, то есть американцы эти везде пролезли, вот, есть какие-то чистые офицеры, есть недосягаемый Путин, к которому как к хорошему царю обращаются. И ну, в основе всей этой коммуникации, конечно же, это сигналы Путину. Там вот этот солдатик, который обратился к Путину на днях после 11 дней отсидки за нарушение там чего-то, каких-то из законов, вышел и сказал, что все хорошо, что большие подвижки будут, бои сигналы дошли. С Путиным я, конечно, не встретюсь, он так и сказал, потому что, ну, не гоже царю встречаться там с каким-то холопом. Но в общем-то, значит, у этого черта, которого, я думаю, даже на телемарафон к нам можно выводить, для того, чтобы поднимать настроение, в связи с чем, я думаю, что его достаточно быстро, скоро закроют, он договорится. Но пока вот он говорит, то это вот просто надо исследовать, там, проникать в эти все дремучие пласты подсознания русского и наслаждаться, так сказать, широтой безумия, да, вот, потому что, вот, в принципе, когда смотришь на вот этого вот чертилу, ты понимаешь, ну, почему они сюда приперлись к нам и принесли столько беды, разрухи там, и так далее. То, что весь этот винегрет, все какие-то обиды, все какие-то подозрения на всех. Ну, там дальше он сейчас там пойдет, поэтому давайте продолжим. В каких складах? Я надеюсь, ДВКР, сука, вас всех найдет. И эти склады вскроются, и, сука, все поедет каждому командующему. Командующий раздаст, и мы, сука, пойдем ебать врага нахуй. Ебать, не вынимая без вазелина. Но, сука, эти, блядь, просунули к нам врагов везде. Ельцин продался, вы вспомните, сука, его слова. Там, что там, про Америку, дай бог, слава Америке, хули он там сказал, не помню. Крякнул, блядь. Значит, он продал страну Америки. Мы же... Вот здесь тоже, да блин. Вот здесь тоже интересный момент, потому что, смотрите, при Сталине, получается, враги были, везде пролазили, вот, потому Сталин их там миллионами сажал, в ГУЛАГ отправлял, там миллионами гноил, они там дохли там и так далее. И враги все время лезли, суки эти подлые. Вот, все опутывали своими сетями, потому что Сталин помер. Сталин как-то от врагов держал, хотя врагов было дофига, потому что их же миллионами там сажали. Вот, потом пришел Хрущев и, конечно же, выполнял там волю врагов. Потом Брежнев, разложение, как вот это все началось там и так далее, и так далее. И потом, ну, вплоть до Ельцина, который тоже, понятное дело, с врагами. И теперь, сука, получается, как бы Путин и тоже американцы там вот везде эти сидят, навиопы эти там и прочее. Тварюки там, и получается, что вся история России, ну, включая там последнюю, которую мы там на протяжении последнего столетия хорошо можем отследить, там и многие помнят,
она пронизана с неспособностью державы, великой вот этой мощной державы, потужной, которая вот они все там обращаются, победить вот этих влезлых и внутренних врагов, которые при любом царе, при любом генсеке, вот они лезут, паскудят, и короче говоря, ничего не получается. Вот такое вот получается бессилие. Давай дальше. Живем по конституции, сделанной американцами, блядь. Всем этим говном, нахуй, мы, сука, мажемся до сих пор, блядь. И они докладывают туда, каждый, сука, шаг свой, ебучий, блядь. По экономике, по войне, по хуй. Мне кажется, знаете, вот ездят, блядь, по городу вот эти, блядь, ракеты на Вашингтон, Федорова. Ну, мне кажется, там хотя бы, наверное, вбиты адреса, куда они полетят. А в наших ракетах вбиты, блядь. Куда мы полетим? Что мы будем делать, нахуй? Тебя въебать давно пора. Хотя бы, сука, во льды где-нибудь в Антарктиде, чтоб, сука, там откололась пол Гренландии нахуй. Ну мы, сука, должны это сделать. Че мы, сука, дрочимся? Блядь, президент сказал, выходя на бой, бейте первыми. Кто ударил первым? Нас, сука, постоянно бьют. Что-то, сука, колят, кто-то подкалывает, прикалывает. Эти, сука, прибалты, шпротники ебаные. Ебаная килька, блядь. Сука, шпрот и то нас пытается, сука, своими губами, беззубами и то укусить. Просто не могу не ржать от этого. То есть вот эта логика врагов, которые везде проникли, накладывается еще на логику, что враги эти подлые, которые даже в лице вот этих прибалтов, как их называют, я так понимаю, тоже проникли в Россию матушку и там дерут ее во все, значит, щели, вот, походу, как он их шпротики называет. Значит, что происходит еще такое глумление, да, вот походу, то есть враги, которые живут там где-то на разных континентах, там американцы хер знает где, там за 6 тысяч километров там, или за 5 тысяч километров на другом конце мира, там европейцы эти тоже, которые там, я не знаю, китайцы, наверное, он там вспомнит, значит, и казахов, потом там и всех остальных, вот, то есть, и вот они просыпаются по утрам в этой логике, и им надо насмехаться над Россией, потому что, ну, нехер делать там какому-то Джону там где-то в Алабаме, там, это, знаешь, как заниматься тем, что надо насмехаться над Россией, такой встали, как бы всей семьей, а что ж там, давайте посмеемся над Россией, ха-ха-ха. Ну, а про Прибалтов мы даже не говорим, там эстонцы, для них там просто кровизнесу нужно из этой Нарвы там или откуда посмотреть на Финский залив там и плюнуть смачно в сторону России и сделать еще что-то такое, чтобы понасмехаться. Ну вот это вот как в том детском мультике, чтобы все боялось и не насмехалось. Вот это вот, ну, такая главная национальная идея. Тут один, значит, бот пришел и говорит, господи, где же там такое было смешное заявление. Ты куда же оно пропало? Там что-то про нас было. В Украине уже за такую критику власти к нему уже СБУ пришли, на подвале забили бы, санкции ввели. Да, ну конечно. У нас понятно, что все намного хуже. Там еще говорили, что без диктатуры ТЦК, как незалежно, не обойтись. А такие агенты СБУ будут паникерами работать. Я скажу, что, смотрите, у нас все в Украине проще, потому что, поскольку мы уже под навиопами давно, то есть как бы у нас тут прямое внешнее управление, вы же, ну, там в России сами уже это все определили, что вы же не воюете с Украиной, вы воюете с Западом, все. Поэтому тут как раз все понятно, мы уже, ну, как говорится, эти взятки гладкие, как говорится. Поэтому ничего не получается у нас так, как у них. Слава Богу. Давай дальше. А мы бегаем по рингу и что-то, сука, кого-то отпинываем, кого-то подпиздюрим. Я вижу, что мы начали работать. Ну, сука, пацаны, 5-й год, бля. Товарищ генералы, да скажите вы, сука, своему главному, что пизда нахуй. Настало время, сука. Или мы великие, или ну его нахуй. Скажите, мы американской колонии расходимся нахуй. Все, пизда. Отдадите вы, сука, Восток, Китай. Тут, сука, уйдем в Европу. Все, пизда. Мы такие, как я, бля, будем жить в Сибири. Хуй с нам, не лезьте к вам, мы его, сука, вилами петухов перепиздошим нахуй. Ну почему, сука, только так происходит, когда, сука... Просто комедия. Готовый сепаратизм. Вот готовый сепаратизм, потому что
внутренне они уже созрели, что нужно будет куда-то съебывать. Вот, поэтому вот этот чувак, он уже готов там в Омске, там, где он там живет у них, где этот разбили этот НПЗ, вот, что если начнет все валиться, то нужно закрываться, вот, свои по свое, по свое, там китайцы будут, там, значит, эти европейцы, там американцы эти, гондоны, как всегда, полезут сверху, там, и все, и в принципе, проект готов. Омская Народная Республика, ОНР. Так что вот чувачок дозревает. Я думаю, что ФСБшникам надо присматривать за ним, а то он так еще и там лидером их станет. Он там, у него уже такие нотки проскакивали. Давай дальше. В стране война. Песков, блядь, вам сказал, сука, война, блядь. А вы не воюете. А вы все, сука, писюна дрочите, нахуй. Или вы дрочите, когда, сука, они надрочатся, блядь, и зайдут к нам воевать. Будет тяжело, блядь. Нелегко будет. Сука, или надо, чтобы они к Москве подошли? Так они не придут. Они полетят. Они создадут это ебаное стадо своих фламингов и полетят. И бросьте вы пороть эту хуйню, блядь, что она пролетела через всю Россию 2500 километров. Это наши братья-казахи. Это все от них летит. Залетели вот так вот чуть через Иссык-Куль и к нам. Мужики там с ружей стреляли. Такаев обязан своей властью нашему президенту. Его пиздошили. Тут надо остановиться отдельно. Касьянову, как бы, вот на Касьянова я его сегодня еще раз вспомню, что, значит, обратите внимание, что, ну, видят они, что влетают фламинго эти ебучие, как он говорит, вот, табунами летают там и так далее, уже нарушают, так сказать, казахское воздушное пространство, но самое главное, что летают и пойдут, поэтому не только они обращают, потому что потом дальше буду, я еще приведу там одного австрияку, западенца, который рассказал там про логику действий Трампа в Анкаре, который Патриоту нам лицензию передал. Но самое главное, что вот смотрите, оно сидит вот это в этой горе осажденной крепости, в которую они сами залезли, потому что Киссинджер про них правильно говорил, что у России нет повода для клаустрофобии. Ну, сука, у вас просто огромнейшая территория, осваивайте ее. Там сам же говорил, что тут должно цвесть в этом Мурманске, там, во всех остальных этих городах. Вот, все развиваться, цвесть, только какого хера оно не цветет? Вот что ж так не получается? Что же у тебя пенсия, там, 5000 рублей, как он сказал, это получается на наши 2500 в энергетической сверхдержаве там, и так далее. Вот. Но заметьте, как меняется риторика. То есть уже казахи виноваты, но все кинули, как бы Пашинян отполз, там Азербайджан отполз, теперь казахи еще виноваты, давайте въебите еще казахов. Вот я думаю, что к этому обязательно придут, потому что в голове оно уже бродит. Поэтому вектор направления абсолютно правильный. Давай дальше. Блядь, кланы, блядь, Назарбаева, пиздец как. И благодаря нашему президенту власть его удержалась. Наши десантники прилетели, все устаканили нахуй и улетели. Он отъебашил его родственников, 600 миллионов, сука, долларов забрал. С другого 300 нахуй. И послал их нахуй. А сейчас... Тут тоже вот логика ж такая, как получается, десантники прилетели, все устаканили, проходит несколько лет, и Такаев уже пропускает фламинго через свою территорию, чтобы въебать Россию там с какого-то фланга. То есть, да что получается, там тоже враги пролезли, то есть враги управляют везде, значит, России, там пролезли в сопредельные страны, все разбегаются, эти сопредельные страны после такой успешной политики, которую там великий Путин проводил, но по факту получается воевать нужно со всеми, вот, и идти по всем направлениям. Давай дальше. Пытаются, сука, усидеть на всех стульях, сука, всех позвал, но, сука, они против нас. У них начинается эта же русофобская хуйня, они не прекращают. Его могли смести в 23-м, но опять наши прилетели, помогли. Сука, да мы чё ж лохи-то такие? Мы едем в Таджикистан, все делаем, строим-то. У них-то экономика растет, блядь. Вот в чем дело-то. У них-то все заебись. Они высылают нам своих рабочих, рабочие отсюда зарабатывают деньги и шлют туда. Они на развитии, а мы в жопе, блядь. Ёбаные глаза, да когда вы, сука, там поймете? Хотя кто там нахуй поймет? Там, сука, все иностранцы, и смотрят они на Запад. Вот такие ребята, к сожалению, дела. Невеселые.
То есть, походу, вскрыт еще один гнойник. Оказывается, что эти гастарбайтеры, таджики, которые годами, там, десятилетиями приезжали, бабки зарабатывали, и отсылали назад, на самом деле выполняли тайный план по модернизации Таджикистана, который там растет, получается, по ходу семимильными шагами. Вот, пока Россия-матушка, значит, проседала и отсасывала у этих вот самых иностранцев, которые там везде у них сидят, в Москве, я так понял, и делают вот эти все страшные вещи. Давай дальше. Не веселые. Но нихуя страшного. Нихуя страшного. Мы не такие, как говорится, шали рвали. Мы пойдем дальше. Мы будем бывать чем можем. Ёбаный, бля, сука, нервов не хватает на все, блядь. Ребятки, всем хорошего, доброго дня. Все равно, сука, победа будет за нами. Я знаю, кто-нибудь нажмет эту кнопку красную. Тяо, через 3 дня все развалится, рассосется. Мы зайдем и добьем. А этот пердеж Анкориджа, все, хватит, остановитесь пиздеть. Сука. И, значит, вот оно там сидит, что, значит, вот это насмехаются, весь этот мир, как бы там, да. Поэтому обязательно надо на кнопку нажать с ядерным оружием, чтобы потом оно все рассосется, конечно же, как бы там, да. То есть Си Цзиньпинь там вроде сказал, что не надо ни в коем случае ядерное оружие применять, там, да. Вот, поэтому, но русская душа, она требует же как бы размаха, чтобы полетели там ядерные ошметки какие-то. И после этого ничего не было. Хотя на самом деле после этого как раз все только начнется. Ну, начнется в самых мрачных тонах, которые они там еще не переживали. Но вот эта вот парадоксальность логики, она, конечно, она поражает. То есть отсутствие причинно-следственных связей, отсутствие понимания последствий, там, и отсутствие понимания того, что как вы лезли в страну, в огромную, ну, как бы со своими какими-то иллюзиями, вот, для того, чтобы прийти к мысли, что нажмешь на кнопку тактического ядерного оружия, и оно станет еще лучше. То есть 4 с лишним года оно все хуже и хуже. Дроны летают, ты это фиксируешь, табуны фламинго там откуда-то заходят. Вот, но у тебя вот та конструкция, которая тебя привела в эту войну, она еще более, так сказать, бурно расцветает. Это конгениально, конечно. Давай дальше. Все нахуй. Проснитесь вы, ебаный в рот, блядь. Идет война, она у нас уже под забором, блядь. А вам всем губернаторам, блядь, надо бы очнуться, вызвать, блядь, сука, своих военкоматчиков, блядь, этих, блядь, генералов, которые ПВО занимаются. Ставьте панциря. Я понимаю, дорого. 7,5 миллионов одна ракета стоит. Но вы, сука, подумайте, блядь, сколько к вам эти песняры приезжают, сколько вы прохуяриваете. Сколько прохуярено денег, блядь. А вот враг придет, блядь, вот вам пизда всем, нахуй. Вы думаете, вы переобуетесь, будете работать на них? Нет, вы им не нужны. Вы для них никто. Хотя, если вы, конечно, внедренный, то, конечно, то да. Ну, так и да. Но мы знаем, контрразведка работает, ФСБ работает. Для меня вот этот Федор, Семен и Борис, это сейчас для меня вот эти главные апостолы они. Они, по крайней мере, держат оборону в стране. Так. Блин. Тебя отключил. Смотрите, еще один момент, который вызывает просто умиление. То есть, вот ты слушаешь это все, ну, такая вот как бы полная херня получается, да, ну, то есть послушали доклад человека, как бы там специально обученного, вот. И он это все рассказывает, как все плохо, как все херово, и тут такой хоп, ФСБ, там, разведка, оказывается, все работает, все под контролем, поэтому вот мы ведем так сказать, все в правильном направлении. Ну, тут, конечно, надо вызывать санитарам. И там кто-то писал, что, возможно, он стебется. А я ж вам еще раз говорю, что я вообще не рассматриваю, кто он, что он. Я смотрю с точки зрения воспроизводства каких-то нарративов, которые вот сидят у них в голове. Потому что вот это вот чисто коллективное бессознательное. Потому что там, когда посмотришь чат рулетки там, или пообщаешься даже с родственниками, с бывшими, там вспомнишь, как они общались. Ну, это все в чистом виде такая же вот херотень, которая там сидят в головах. Так, давай, поехали дальше. Потому что там все за рубежом у нас все проеблось.
Проеблось. Мы все нахуй новости смотрим, сука, блядь, в телеграм-каналах, пишем по ним доклады, блядь. А то у нас опять надо отключить интернет. Что? Ну отключили вы, притормозили. Что, перестало лететь? Нет, еще больше полетело. Потому что, сука, вы на них работаете. Вы сдаете. Американцы конкретно, сука, сдают все, блядь. А мы, сука, летим, блядь, нахуй. Поздравляем, блядь, всех их, нахуй, с праздником. Америка у них, блядь. Медведев полетел хоронить Хамини, блядь. Убитый американскими, сука, ракетами. Я понимаю, политика, она, блядь, точнее, чем, сука, хуй комара. Блядь, чуваки, остановитесь, ебаный в рот. Вы в себя-то придите, уважать себя-то надо. Ну, если, конечно, такое возможно у вас, блядь. Это просто пиздец, нахуй. Еще один момент. Да блин. Еще один момент, на который обратил внимание. То есть, ну, здесь он, кстати, вполне логично заметил. То есть, как получается, что Путин едет, Путин то встречается в Анкоридже, то звонит, как недавно, Трампу по поводу там, как же дела все улаживать. И тут же едет Хамини, Медведев, там делает этот грустный ебальник свой, вот, и на весь свет, на весь мир скулит там что-то по поводу Запада, и при этом Хамини убит американцами. Ну, то есть, как бы, тут явно какая-то несостыковка, но, похоже, это, в принципе, как бы, вообще такая, как бы, характеристика русского сознания, что, в принципе, все несостыковки, они просто вот так вот, как бы, перемешиваются. Объявляются во всем виноватые навиопы, как бы там всякие предатели там и прочее, прочее. И на выходе получаем, ну, ясную картинку мира. Значит, вокруг предатели, ебашить, как бы там, запускать тактическое ядерное оружие, чтобы надеяться на результат лучший, чем все, что были до этого результата на протяжении всей истории с такими же подходами. Ну, просто, конечно, странная цивилизация, потому что это именно, нет, а даже, наверное, вот говоря языком Гумилева, антицивилизация, вот эта химера какая-то цивилизационная. Давай пошли дальше. Я не знаю, блядь. То ли завершать уже эту хуйню, то ли уйти, не знаю, там, в шахматы, блядь, или в политику, нахуй, блядь. Ебашить этих всех, как справедливая Россия. Блядь, продали за деньги предатели, которые бросили свою страну, блядь. Янукович не дал приказ никакой. Просто съебались с капиталами ограблено украинского народа. Сейчас они зашли в справедливую Россию. Ёбаный в рот. Порядочные люди, бегите нахуй оттуда. Идите в партию Родина. Но не в Новые люди точно. Яблоко, слава богу, запретили. Нахуй их вообще всех пересадить. Ёбаный в рот. Да что творится-то нахуй? Надо было прям Журавлеву там с локтя этого хуеплета как дать нахуй. Провокаторам ебаным, блядь. Чушки, сука, поросюшки, блядь. Да, ребятки, тяжело в стране нам жить. Хочется кому-нибудь в ебало засадить, нахуй. Ребятки, победа будет за нами. Всем добра. Ну, после всего этого трэша, вот который, конечно же, победа будет за ними. Ну, обращают еще на... Нельзя, конечно, я думаю, что психологи не могут не обратить внимания на большое количество вот этих всех околосексуальных мотивов, там, кому засадить, какой там хер, как бы, какой он тонкий, толстый, то есть, как бы, сознанием дела, человек вот это все, как бы, красочно рассказывает, кто что облизывает, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, такое, какое-то какая-то вот зацикленность на вот этой всей тематике, на анале, там у них тоже часто это все прохватывает, что мы вас и туда, и сюда. И ни для кого ж не секрет, что происходило там в оккупированных городах, какие страшные вещи с изнасилованиями там и со всем. Но тут пишет кто-то, чувак запутался. Нет, смотрите, он не запутался, для него вот там вообще нет внутренних противоречий. В этом внутреннем, вот в этом потоке сознания вообще нет внутренних противоречий. И это, ну, как бы, на самом деле это очень такие важные вещи с точки зрения понимания того, что будет, вот, если там Путин развернет мобилизацию, как бы вот в этой антицивилизации российской, там, да. И у нас многие там ждут, что там, не знаю, чуть ли не протесты, валы какие-то найдутся. Смотрите, в такой вот каше, в которой, в принципе, страдание это абсолютно нормально, что страдать нужно ради великой какой-то цели. Правда, они никто не могут понять, в чем величие цели, кроме того, чтобы значит, не насмехалась, там, боялась, там, да, и, соответственно,
соответственно, признавали величие в той или иной форме, ну, конечно же, прежде всего в форме подчинения, потому что здесь же все пронизано подчинением, что вот эти прибалты, как он их шпроты, там, как называют, что они должны стоять на коленях там и лизать очко такому, как вот этому, потому что для него же это кайф, что они сами как бы всей этой властной вертикали лижут и вынуждены присмыкаться перед ними, постоянно как бы там оправдываться. А тут, когда ты имеешь возможность слабого поставить соответствующую позу, то, конечно же, ты будешь все свои вот эти садомазохистские извращения выводить наружу, и оно польется, как лилось в Буче, там, Мариуполе там, и всех остальных оккупированных городах. Поэтому тут он пишет про пограничное расстройство. Так это пограничное расстройство, которое характерно для всего этого сообщества, потому что оно же как бы вибрирует вот на вот это все, когда аннексия происходила Крыма там, и так далее. Они вот именно в таком ключе как бы на это все вибрировали. Но вибрации просто есть разные. Я не знаю, может быть, стоит перевести это на польский, там, на английский язык, как это искусственным интеллектом оно переведется. В принципе, можно ли перевести? Я попробую, постараюсь как бы сначала там вытащить сначала там субтитры, потом посмотреть, насколько яишко съест и сможет все эти интонации передать там и так далее. Но мне кажется, это для антропологов, для психологов просто богатейший материал и богатейшая пища для того, чтобы анализировать, как работает русский мир и как устроен русский человек. Это все об этом. Так вот, я специально запустил это все для того, чтобы показать, что несмотря на то, что следующий человек, вот которого мы немножко там просматриваем его тезисы, он абсолютно из другого мира, с противоположного. Там, да, это русский олигарх Андрей Мельниченко, который в The Economist дал большое интервью, где там про встречу с Путиным рассказывал в 2025 году, возвращение элит в Россию после санкций там, и так далее, и так далее. Так вот, на самом деле это такие две полярности вот одного и того же явления. То есть, с одной стороны, есть вот эта чуча, как бы там, да, над которой там мы все ржем, и все это кажется таким вот ха-ха, хихи там и так далее, как поднимаем настроение, там какой бред, какую ахинею несет. Вот. Но это один полюс, это полюс вот этого дремучего русского мира, который в 1917 году выполз из-под оков царского режима там, Николая II и рвануло так, что вот до сегодняшнего момента расхлебываем. Потому что сверху была вот эта вот аристократия, которая в этих оковах держала, как бы там, да, вот эта царская Россия, хруст французской булки и прочие, значит, вещи, которые воспевались там в соответствующей литературе. Вот. И точно так же сегодня есть вот эта вот олигархическая ФСБшная Россия, элитная, которая учится там в МГУ, которая готовится в соответствующих спецшколах, потом отправляется за границу, там внедряется, учится, работает, создает бизнесы, переводит капиталы десятками, сотнями миллиардов, прекрасно говорит на прекрасном английском языке и способна, отсеивая вот эту всю парашу, как бы там смысловую, которую мы только что соприкоснулись, амбре вот это вот как бы, да, вдохнули до более вызывающего отвращения, знакомое по многим причинам, потому что мы же в этом находились, и мы еще по-прежнему, нужно сказать, находимся по многим аспектам, поэтому мы так похожи. Так вот, есть вот этот вот мир, где в The Economist этот миллиардер, владелец компании Еврохим, СУЭК, состояние в 20 ярдов, у него 8 место в российском Форбсе. Его бизнесы по оценке The Economist дают 1% ВВП России. И он создал в начале нулевых группу активов, которые специализировались на зерне и удобрениях. Долго держался в тени этот Мельниченко, жил в Европе,
не присутствовал никак вообще на политической авансцене России. И до 22 года жил в Швейцарии, но потом попал под санкции, переехал в Эмираты, ну и начал бывать в России матушке, пока в конце концов не решил выйти из тени. Так вот, он там сказал в интервью, что санкции разрушили его модель. Россия место бизнеса, а Запад место собственности. Ну, на самом деле, эта модель такая же знакомая для наших многих олигархов. Я даже лет там, 15 или 20 назад формулировал, что это модель олигархов-вахтовиков. То есть, как бы, территория рассматривается как место, где зарабатываются бабки, и вахтовым методом они сюда приезжают, семьи там, в Куршавеле, там где-то в Монако, в Ницце, там вот этих всех прекрасных местах. А тут рубится бабло, как бы на вот этих, которые в навиопов верят, вот на них делаются бабки. Вот, им сказки всякие рассказывают там, про величие. А вот это вот высший этот класс, высшая аристократия, она живет в других местах. И это касается нас. У нас тоже точно такая же модель была. И, собственно, почему она такой была, мы еще с тем же самым Ермолаевым, который вчера был в цикле эфиров по поводу Беловежского консенсуса, еще перед широкомасштабной войной делали, найдите, посмотрите. Значит, что этот Мельниченко там, значит, наговорил? Почему вот он вышел? Ну, как сказал, что он сказал, что после 22 года западные гарантии прав собственности не работают и зависят от политического решения на Западе. Ну еще бы, то есть как бы ты разрушаешь Запад, то есть интересная как бы вот рефлексия, да, точнее говоря, недорефлексия. То есть война почему-то началась, по вашим, ну, из-за ваших действий, из-за ваших мотивов. Запад начал это все как бы разрушать, поэтому Запад неправильный, он не гарантирует твою собственность, которую, скажем так, ты там получил, какие-то активы там и так далее. И все зависит от приходей Запада, который, соответственно, меняет устоявшиеся правила игры. Так он их менял, исходя из того, что как вы действовали. И в этом плане, хотя это аристократия, как бы, да, хотя это топ-олигархия, но логика где-то вот такая же, как у этого Гольмана, там, или как там его зовут. Значит, The Economist пишет, что вот санкции этих олигархов российских, типа этого Мельниченко, подтолкнули возвращаться в Россию, не давить на Путина, и как они могли на него надавить, да, в условиях, когда он только усилился. Важную роль сыграл страх, потому что началось перераспределение собственности, которое продолжается и поныне. В 2023 году РФ национализировала или передала лоялистам активы на 60 миллиардов долларов. И у самого Мельниченко прокуратура пыталась забрать вот этот вот Сибека его. Конфликт закончился пожертвованием в 32 миллиарда рублей Сириусу, образовательному центру для одаренных детей, которому покровительствовал Путин. Так вот, вот этот Мельниченко, он там двигает в этом интервью, мысль о том, что война, что Москва сегодня в тупике, война уже на российской территории, и из-за вот этих вот ударов по критической инфраструктуре, по НПЗ там и так далее. Экономика под давлением, у элит растет недовольство, а риск эскалации вплоть до ядерной стал реальным. И он считает, что молчать безопаснее, но ставки слишком высоки, если не участвуешь, то исключаешь себя из будущего. И поэтому, чтобы защитить собственность в России, надо не просто договариваться, а входить в систему, влиять на ее цели, сказал, значит, этот Мельниченко в этом интервью. То есть, смотрите, то есть он начинает понимать, что система разрушается, то есть у него разрушение системы коснулось не только его капиталов, которые были расположены на Западе, но сейчас создается угроза, собственно говоря, ядру материнской, так сказать, территории, на которой генерируется сам капитал, которым он там распоряжался потом, находясь на Западе. И вот это вот заставляет их включаться. Вот это вот, я считаю, самое интересное рефлексия, там, которая вытекает из того, что он говорит. Ну и, короче, он там говорил, что встречался с разными людьми вот после того, как вернулся в Россию, от Муратова там, до Дугина. И он обобщил там опыт коммуникации такой, что у всех разные интересы, но есть общий дефицит. Это то, что у России потеряна понятная идея будущего. Ну, это как бы
такой этот вывод, он тоже, честно говоря, сам по себе странный, потому что он предполагает, что была какая-то понятная идея будущего. Но она, по всей видимости, была потеряна в тот момент, когда значит, идея о строительстве коммунизма превратилась в эрзац-идею, когда они сами в нее перестали верить. И это произошло сравнительно давно, еще после, наверное, после Второй мировой войны, еще при Хрущеве, я так подозреваю. Уже тогда в это мало кто верил там, среди правящей элиты. Особенно, когда они выехали там, на Запад, КГБшники все эти и коммунистские лидеры начали ездить, смотреть и начали осознавать, что что-то у них неправильно идет, а на Западе как раз правильно и успешно. И, значит, этот Мельниченко в мае 25-го встретился с Путиным и заявил, что российская элита ошиблась, когда вот смотрела на, собственно говоря, на саму Россию, как на место, где рубилось бабло, вот, а на Западе они все скопом жили. И поэтому Мельниченко сказал Путину, что хочет активно участвовать в общественной жизни, работать на благо страны. И я так понимаю, что вот эта миссия в The Economist, это как раз в рамках, так сказать, вот этого блага страны, когда они сейчас, понимая все сложности этого периода, в 2-3 руки там, или во сколько рук пытаются разные картинки как бы разворачивать и смотреть, какая сработает и для китайцев, и для Запада, и для Европы, и для американцев, где одна рука типа медведевская с вот этим унылым алкоголическим едальником вот, выражает сочувствие убитому американцами Хамини, а походу угрожает там европейцам, вот так вот грозит. Вот. А другая, типа как вот этот Мельниченко, рассказывает о том, что нужна новая архитектура безопасности, которая бы позволила включить Россию в формирующийся мировой порядок, для того, чтобы она была там равным членом респектабельного сообщества. И в отдельной колонке для The Economist он изложил этот проект «Будущее России», где сказал, что после войны Москва должна вот стать частью этой новой архитектуры безопасности, как я сказал, а не объектом наказания или внешнего управления. То есть в их понимании это нормально начать войну, значит, нахуевертить вот столько всего, миллионы людей выгнать, сотни тысяч убить, разрушить мировой порядок. Причем они же его сознательно разрушали не только в Украине, это же там на Ближнем Востоке везде происходило. Но потом устойчивый мир, после которого будет вот признание суверенитета и Украины, и России. Так проблема аж в том, что для России, что весь мир признает суверенитет Украины, это только Россия его не признает. Более того, и суверенитет России весь мир признавал и признает до последнего момента. Поэтому, когда он говорит, что только субъекты могут заключать соглашения, которые держатся, то не совсем понятно, как бы, что он имеет в виду, потому что для внешнего мира Россия оставалась субъектом вплоть до начала широкомасштабной войны и, по всей видимости, остается до настоящего момента. Просто ослабление России как субъекта произошло исключительно вследствие действий субъектных Путина и его команды мародеров, которые привели Россию к тому, к чему привело. И, значит, там он еще говорит, что войну в Украине, это не для открытия, что в Москве воспринимают как войну России со всем Западом, а стратегию Запада при поддержке Украины столько, сколько потребуется, он называет войной на истощение, которая не отвечает на главный вопрос, какое место Россия должна занимать в будущей европейской безопасности. И тут опять вот как у этого Гольмана, как бы там, да, тут самое время задать вопрос на логику. Так, подождите, а кто ставил под вопрос место России в архитектуре европейской безопасности до 2014 года и даже до 2022 года, когда, несмотря ни на что, на все произошедшее в Украине после 2014 года, на Россию продолжают смотреть там, как на какого-то игрока, который присутствует там, в архитектуре ОБСЕ, там, присутствует в всяких международных организациях, там, к нему еще прислушиваются там, и прочее, прочее, прочее. Но они же сами так начали делать вот эти вот пальцы. Помните этого Рябкова, который в
Женеве, как он себя вел, как быдло какое-то там, да, и говорил о том, что мы очень крутые, поэтому вот до границ 97 года или идите нахер, а то мы тут сейчас начнем государство-крепость строить по Караганову и направо-налево кидать ядерные бомбы. Так вот, Мельниченко, еще один там важный момент, который он обозначает, то есть я еще раз говорю, вот все, что Мельниченко говорит, оно по сути перекликается с Гольманом только на другом уровне, ну и в более красивой обертке. То есть он тоже говорит о 4 опасных сценариях. Униженная Россия на периферии Запада. Окей. Россия как сырьевой придаток Китая. Окей. Распад страны с ядерным арсеналом, превращение в северокорейскую крепость, милитаризация, репрессии и изоляция. Я так понимаю, четвертый сценарий. Альтернативой он называет суверенную Россию, страну, которая защищает свободу и собственность граждан, учитывает интересы элит, остаются предсказуемой для внешнего мира. То есть тут не совсем понятно, как коррелируется его дружба с Путиным и, ну, как бы вот его сакральный статус в этой всей модели, которая существует сегодня, с вот этими вот задачами по поводу свободы, собственности граждан и учитывания интересов элит и предсказуемо для внешнего мира. То есть это же полностью антипутинская программа. И ну и, собственно говоря, тут возникает вопрос, к чему это все было там, да? Потому что, когда он там говорит, что суверенитет — это государство, где элиты и граждане имеют реальную субъектность, где защищены свобода и собственность, где Россия предсказуема для внешнего мира, и что для обсуждения будущего должны подключиться бизнес, гражданское общество, националисты, технократы и другие группы, то, ну, по сути, он говорит о России, которая на текущий момент просто ну, не существует. И как они в эту повестку собираются возвращаться, ну, большой открытый вопрос. Так, сейчас посмотрю вот еще, может быть, я какой-то потерял тезис. Так. Вот еще был у него там тезис такой, что Россия обладает суверенитетом в том смысле, что может принимать решения независимо. Запад же в контексте российско-украинской войны нацелен на уничтожение или на радикальное ограничение этого суверенитета. И такой подход, значит, он считает большой ошибкой, потому что суверенитет — необходимое условие любой стабильной глобальной архитектуры безопасности, так как только суверенная страна несет полную ответственность за свои действия. Это какого хера вы тогда полезли в Украину и вообще отрицали ее суверенитет и право на, ну, как бы принимать те решения, которые она хочет. Вот, поэтому, ну, это на самом деле, ну, конечно же, обозначение момента слабости, потому что они начинают торговаться, то есть они пытаются попасть в какие-то настроения элит на Западе, они пытаются показать, что у них еще есть зубы, которые, и они у них действительно есть, это, на этот счет не нужно заблуждаться, вот. Но они хотят перевести это вот эту всю коммуникацию в какой-то понятный для Запада, в какую-то понятную канву, в какое-то понятное русло для того, чтобы начинать отползать. Это все, ну, по поводу отползания. И тут, возвращаясь вот к этим сценариям, интересно, что Мельниченко пишет, что санкции уже привели к тому, что бизнес и креативный класс в России разочаровали сложившиеся миропорядки. Люди, строившие новую Россию до войны, полагали, что живут в мире с равными возможностями для всех. Хотя власти РФ предупреждали, что это не так. И санкции фактически показали их правоту. Но опять-таки, это как с Гольманом, говорить о том, что санкции показали правоту, значит, Путина, который говорил о том, что Запад там подлый, это фактически отрицать то, что санкции были следствием того, что началась агрессия против суверенного государства, и при этом вы же кричите о важности суверенитета в современном мире и тем самым противоречите сами себе. Поэтому я говорю, что независимо от того, какую ты занимаешь лестницу у них там в иерархии, они и сверху, и снизу спаяны вот этой общей шизофренией, в которой, ну, как бы, странным образом сочетается то, что не может сочетаться. Так, значит,
Он формулирует вот так вот выбор для внешних игроков, что выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной, он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатия. То есть он опять-таки ставит под сомнение всю логику путинской внешней политики, потому что она как раз базировалась на неопределенности статусов, которые позволяли обеспечивать экспансию России. Неопределенность статуса НАТО, неопределенность статуса Украины, неопределенность статуса каких-то других государств по периферии. То есть неопределенность статуса давала неясность, а в неясности можно было формировать вот эту вот политику угроз, с помощью которых они шантажировали слабых европейцев на то, чтобы они там отползали, там же то, чтобы они уступали. И это до определенного момента, будем признавать, это работало. Но до определенного момента, потому что как только Европа начала показывать зубы, начала запрягаться как бы там со своим ВПК, со своей системой организации там, и так далее, и начала говорить «nine», вот, то произошел вот этот вот момент, когда СВО рухнуло в сочетании нескольких факторов, потому что, с одной стороны, Украина устояла, Европа стала тылом, мы начали там получать технологии, деньги, все остальное, плюс начали развивать наш ВПК, который действительно имеет много сейчас преимуществ, и об этом сейчас чуть дальше поговорим. И как следствие, возникла ситуация, когда ты уже не можешь, и вот мы как раз на наших глазах это все происходит, ты уже не можешь войну не называть войной, потому что они все эти годы говорили, это СВО, и опять-таки это была неясность. Почему это была неясность? Потому что в рамках такой неясности можно было маневрировать, и можно было оттягивать принятие тех решений, которые характерны для войны, например, всеобщая мобилизация, да? И вот в этой неясности он все время маневрировал, и вот доманеврировался, когда режим СВО после вот этих всех последних дипстрайков, после того, как Украина сейчас валит эти танкера, покажи танкер вот этот горящий в Керченском проливе. Вот. Это возле Керчи горит танкер. Как вы знаете, наши силы беспилотных систем, там не только СБУ, и ГУР, на протяжении последних дней нанесли ряд ударов по российским танкерам, по теневому флоту. Там счет уже идет на десятки. Много кораблей повредили, там сгорели несколько танкеров, сгорели с бензином, большие объемы, там десятки тысяч тонн, и, соответственно, горели со службами, с приданными взводами, которые там охраняли, в качестве ПВО выступали эти танкера. Поэтому, то есть, как бы, когда каждый день смотрят россияне на это все происходящее, то конечно, сложно в Омске даже отрицать то, что если до тебя долетают дроны, которые пролетели там 2400 по прямой, а не по прямой все 2800, или там 3000 километров с огибания местности, с обходом систем ПВО, то, конечно же, ты начинаешь понимать, что как-то демилитаризация не совсем задается. И поэтому Крутихин, который сейчас много пишет, он достаточно четко формулирует те настроения, которые сейчас есть в России. Давай пару цитаток. Вот он говорит: в регионах полный бардак, публика в отчаянии, люди продают малый бизнес, все нацелены на то, что из обреченной страны нужно бежать. Я могу сказать, что действительно такие настроения существуют, за поребрика такие настроения долетают по той коммуникации, которая есть там у меня, либо у моих знакомых. И оно напрямую уже как бы зависит от того, что когда у тебя 65% только потребностей ты можешь закрыть в топливе, то это означает, что уже не только частники, там, которые на легковых автомобилях ездят, ограничены в маневре, но это означает, что даже серьезные системные бизнесы начинают на себе испытывать этот фактор, воздействие этого фактора, ударов Украины по НПЗ и по топливной сфере.
И как следствие у тебя даже та уборочная страда, которая сейчас идет, а я напоминаю, что уже июль, уже там началась уборка урожая на юге, там, да, как минимум, потому что я помню, я ж в детстве на такую работал с 12 лет, и как раз вот начало июля, это время, когда начиналось это все, поэтому уже видно, и там пошли сигналы о том, что есть проблема с уборкой урожая, и Крутихин, вторая цитата, он как раз об этом говорит, что это не просто топливный кризис, когда не будет бензина, чтобы привезти продовольствие в магазины, вот так будет выкручиваться российская экономика. А когда не будет даже продовольствия, ну, не везде, конечно, потому что я не думаю, что до этого дойдет в России, но за счет того, что создаются вот такие, как бы, в точках разрыва создаются дисбалансы, диспропорции, то там, где ты мог раньше взять еду, которая просто у тебя тут выращивалась в регионе, а тут ты ее не собрал там и возник недостаток чего-то, то ты его вынужден будешь везти откуда-то из других районов, из других регионов, из других областей, из-за границы в конце концов, усиливать давление на существующую инфраструктуру транспортную, которая и так находится под давлением из-за недостатка топлива. И как следствие это начинает формировать такие же ситуации узкого горлышка, как это было в России в 1917 году. То есть сейчас этой ситуации, я думаю, еще нет, но я думаю, что логика, в которой движемся мы, и Запад, как бы там, вот она подталкивает развитие, значит, происходящих процессов в России вот именно в этом направлении. И вот здесь именно поэтому на этой неделе там, и уже там, на протяжении последних недель у западных элит начинает появляться риторика, которой еще до этого не было. Ну, например, Марк Рютте вот говорит, давай его сюда, такой синий фон, да, вот он. Я давно перестал пытаться интерпретировать, что происходит в голове у Путина. То, что я знаю наверняка, это то, что Путин находится в сложном положении. И вот это вот действительно отражение перелома в восприятии, когда там еще год назад Трамп говорил о том, что у нас нет козырей, а теперь Трамп вдруг начинает проявлять радушие, начинает выступать добрым папой, в отличие от злого папы, которым он был в овальном кабинете, когда Зеленского встречал в феврале 2025 года. То есть налицо смена отношения. И это очень важный момент, потому что сейчас я найду эту цитату у Пастухова, у него там была очень классная цитата, сейчас, секунду, когда он там вспоминает британца, с которым встречался, так, сейчас я скажу эту цитату. Так, я ее не вытащил, сейчас, секунду, сейчас будет вам Пастухов. Потому что там шла речь о восприятии. Да, вот я нашел ее. Он пишет, что в самом конце 90-х я присутствовал на небольшой частной лекции, популярной в те годы деятеля лейбористской партии Тони Райта, организованной британским Foreign Office для небольшой группы российских депутатов. Рассуждая о причинах исторической победы команды Блэра на выборах 97 года, Тони Райт произнес фразу, на долгие годы определившая мое отношение к политике. На самом деле он не сказал ничего сверхъестественного, а просто предельно четко и афористично сформулировал то, что мы и так все понимали подсознательно. В политике восприятие все, а реальность ничто. Мне тут приходит на думку, як у нас в Україні кажуть, приходит цитата из первой серии сериала «Босс», где жена мэра Чикаго, увидев там косяк, который после ремонта школы был сделан подрядчиком, а на этот косяк ей указал журналист, который тоже там присутствовал, она подвела этого подрядчика в сторону, вывела так под ручку и говорит, мы что с вами десятилетиями в одной лодке сидим и друг другу взаимовыгодны, поэтому вы вот этот косяк, на который она ему указала, вы этот косяк исправьте, потому что мне вообще не важно там, что вы там потратили, как оно
как оно там на самом деле, мне важно, как оно выглядит, что видимость, вот то, о чем говорит Тони Райт, в политике восприятия все, а реальность ничто, оно действительно является той формулой, которая определяет многие вещи. И вот нужно отдать должное Зеленскому, это об этом пишет Пастухов, и тут я с ним согласен, что в один из самых сложных моментов этой войны дипломатия Зеленского смогла изменить не только реальность на земле, столь любимую Путиным, сколько восприятие этой реальности на Западе. И именно отталкиваясь от этого результата, нового восприятия, Украина сумела пересобрать в другой, гораздо более выгодной для себя, угрожающей для России конфигурации антироссийский альянс. И теперь уже Путину приходится ломать голову над тем, как представить реалии на земле в более благоприятном виде для себя, в более благоприятном для себя свете. Мол, далеко не так все пропало, шеф. И если попытаться обозначить то главное, что поменялось именно сейчас в восприятии европейцами, длящейся уже более 4 лет войны, то я бы выделил фундаментальную переоценку уровня глобальной российской угрозы в сторону понижения, а уровня текущей локальной российской угрозы в сторону повышения. Зеленскому удалось навязать Европе новый парадоксальный консенсус, согласно которому Москва никогда не рискнет развязать глобальную ядерную войну, только пугает, но при этом находится на низком старте ограниченной локальной агрессии против как минимум восточного рубежа Европы. Либо через вторжение в Балтию, либо в формате гибридной войны против всех, кто помогает Украине. Я не берусь судить, насколько этот новый консенсус соответствует действительности, но он, безусловно, стал тем самым новым западным восприятием, которое важнее реальности по Тони Райту. Именно это восприятие легло в основу решения снабдить Украину компонентами для создания арсенала высокоточного дальнобойного наступательного вооружения, которое разрешили применять по целям внутри России. Решение, которое все предыдущие 4 года было камнем преткновения в переговорах Украины с коалицией желающих, которое так долго не принималось именно из-за опасений, что локальный восточноевропейский ТВД очень быстро превратится в глобальный ТВД Третьей мировой войны. И я скажу, что Пастухов здесь абсолютно прав, потому что все, кто общались там с западными дипломатами, западными экспертами, западными бизнесменами, просто с гражданами активными западных стран, которые следят политикой, они все не могут не удивиться, насколько восприятие Украины, восприятие Зеленского отличается во многом от того, что мы сами внутри видим, как мы сами оцениваем, как мы оцениваем там, эффективность какой-то политики там, и чего-то еще. То есть там действительно Зеленскому удалось, и его команде удалось создать вот это вот как бы имидж героической страны, героического президента, героической элиты, героического народа, который борется с врагом. И это конечно же, там в ряде аспектов так и есть. Вот. И поэтому есть отсутствие понимания часто по поводу того, что есть внутри и какие есть системные моменты слабости, которые могут вот эту картинку мощную, которая существует и была транслирована вовне, могут поколебать. И, собственно говоря, вот с точки зрения вот этого вот восприятия, конечно же, Зеленскому удалось совершить такой большой переворот, который работает до сегодняшнего момента и который отражается вот в этих характеристиках, потому что я не только Пастухова как бы отобрал, вот давайте их эти несколько характеристик приведем. Ну, например, Марк Полимерополос, грек, наверное, по происхождению, давай его. Вот он говорит: Трамп ненавидит Зеленского, всегда будет ненавидеть, но проигрывающих Путина он ненавидит поддерживать еще больше, гораздо больше, поэтому Рэдклифф демонстрирует с помощью разведданных, что Украина надирает задницу, что является правдой. Трамп тогда видит, что Россия летит в унитаз, это заставляет его задуматься, несмотря на всю эту тему с броманством диктаторов, которая у них происходит. Значит, Кормак Смит, еще один вот британский дипломат, тоже интересная цитата мы нашли. Если Россия объявит это войной, то есть, собственно говоря, это коррелируется с нашим заголовком по поводу того, что СВО закончилось, и начнет мобилизацию войск по всей стране, включая Москву и Петербург, то для Путина это станет колоссальной авантюрой, потому что, собственно, все больше аналитиков западных и представителей
западных стран задаются вопросом, а в принципе Россия вообще свободна, ну, может ли она потянуть такую эскалацию, такой уровень эскалации, который предполагает вот эту большую масштабную расширение масштабов войны в случае масштабной мобилизации. И тут нужно сказать, что сегодня президент Финляндии Александр Стуб тоже заявил о том, что Китай не допустит применения России ядерного оружия против Украины. Значит, он говорит, отталкиваясь от цитаты, 2 дня назад, отталкиваясь от ужина с министром иностранных дел Китая, который был в Финляндии, и вот как цитата это выглядит. 2 дня у меня был ужин с министром иностранных дел Китая в Финляндии. Мы обсуждали ядерные вопросы. Китайцы очень категорично заявили, нет, этого не произойдет. И сегодня же Зеленский тоже делал заявление, отталкиваясь от общения с западными лидерами во время Анкары, что Китай потребовал от России не применять ядерное оружие в войне с Украиной и предупредил о недопустимости такого шага, который, ну, как мы видим, вот на примере Гольмана, которого вначале пустили там в головах российских, периодически бередит эти раны о величии, и что у Гольмана, что у Караганова там, и у прочих, у Медведевых там постоянно идея нажать на кнопку и думать, что это обойдется без последствий, она там у них как бы постоянно проскакивает. Так, и, собственно говоря, вот эта мысль о том, сейчас мы возвращаемся еще к одному моменту, о том, что поменялось восприятие, отражалось сегодня в заявлениях, которые сделал сенатор Линдси Грэм, который в 10-й раз приехал в Украину. И, ну, в принципе, хорошо к ней относится. И он является как бы одним из таких хедлайнеров как бы в команде Трампа, который периодически озвучивает там многие вещи и активную позицию по Украине занимает, и законопроекты разрабатывает в поддержку Украины. И Линдси Грэм сегодня сказал, что Трампу нравятся победители, и сейчас он видит Украину именно в этом лагере. Он был глубоко, значит, удивлен способностью, или поражен, он был глубоко поражен способностью украинцев переломить ход этой войны. Ну, Зеленский тоже сегодня после этой встречи поблагодарил его, сказал, что была хорошая встреча, там 10-й визит, тра-ла-ла. Вот, и благодарен Линдси за признание заслуг наших воинов. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в итоге может сработать. Именно поэтому сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию новыми санкционными шагами партнерам. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом, и мы также обсудили насущные потребности ПВО для защиты наших людей. Ну и там Зеленский говорил сегодня, что новый пакет как бы ПВО для ракет для Патриотов приедет в ближайшие дни в Киев, потому что, как вы знаете, Киев в последние дни изнывал от ударов России по объектам в городе, и в пригородах, и в самой области, что закончилось Вишневым. Давай фотографии покажем, которые вот спустя 4 дня мы видим такие фотографии в Вишневом, где на площади в 13 гектаров были разрушены дома, и, ну, я думаю, что это серьезные картинки, которые видит сейчас весь Запад, как в пользу того, что творит Россия, так и в пользу нашей безалаберности, потому что президент уже сказал, что предприятие Укроборонпрома, которое, значит, стало причиной вот этого вот масштабной повторной детонации, будут там соответствующие люди наказаны, которые имели отношение к тому, что там была взрывчатка посредине этого города, и в результате мы имеем большое количество разрушений, жертв, которые, я думаю, уверен, больше, чем официально были показаны, и собственно, вытекающие из этого те проблемы, которые ощущают на себе жители Вишневого и окрестностей. Но идем дальше. Значит, как я уже сказал, сейчас вот оценка, которую мы сейчас видим на Западе, она серьезно меняется. И вот еще одну цитату Келлога хочу привести.
Келлах сказал, да, вот эта цитата очень хорошая: «Если Путин не поостережется, он окончит, как Николай II, последний царь. До него кто-нибудь доберется, и, думаю, он этого боится», сказал Келлах. Ну, то есть вот эта логика, когда узкое горлышко инфраструктуры, либо государственных, в работе государственных институтов, которые не способны перемалывать возрастающий объем угроз, он может привести к тому, что государственная система просто начинает коллапсировать. Либо второй вариант, это вариант, который Пастухов развивает. Да, в общем-то, я в начале войны тоже об этом неоднократно говорил, что вся эта война напоминает Крымскую войну 1853-1855 годов, когда Николай I влез туда, в Бессарабию, значит, в Валахию, в надежде, что получит легкую победу над подыхающей Османской империей и хотел прибрать там новые земли. А в результате получился на сопротивление западной коалиции, которая по большому счету не пылала особой любовью к Турции. Более того, та же самая Великобритания там помогала греческому восстанию там, для того, чтобы освободиться от иго турков. И тем не менее вдруг Британия с Францией выступили против Российской империи, и фактически Россия оказалась в изоляции, которая привела к поражению в Крымской войне, а для Николая I закончилась смертью преждевременной и приходом Александра II к власти и с последующими реформами 1861 года, потому что стало очевидно, что модернизация России отстала настолько безнадежно, что ты не можешь в индустриальном мире середины XIX века вести войны, которые уже были характерны для того периода, с нарезными пушками, с винтовыми кораблями там, и прочими наворотами, которые возникли в тот момент. И вот этот характер войны, который, соответственно, тогда проявился в середине XIX века и, по сути, разрушил Николаевскую Россию, которая готовилась после наполеоновских войн к войне наполеоновского характера, получила новую войну нового типа, он характерен и для нашего нынешнего этапа, потому что Украина в этом плане, она провела, несмотря опять-таки на все наши проблемы, провела серьезную адаптацию, которую опять-таки уже не могут не заметить даже скептики на Западе, хотя скептики здесь внутри, в лице Касьянова, продолжают не замечать. Но речь идет, конечно же, вот сегодня я постил у себя в телеге пост, значит, Джеффри Фишера сделал перевод на телеге, на Твиттере у него выскочил, значит, пост о Фрейе, и он там поделился интересными соображениями, потому что Фишер является генеральным директором компании Fisher Aerospace, полковник, в прошлом служил в армии, сейчас в отставке, член советов, значит, нескольких компаний, член совета директоров, значит, специализируется также на международной безопасности. И вот у него был сегодня текст на Твиттере, который называется «Фрей – это причина». И вот он дал очень интересную интерпретацию, очень интересную интерпретацию событий, которые были в Анкаре, которые полностью подтверждают ту логику, которую вот я тоже у себя на каналах и сами вместе с моими гостями разворачивали, и с Петром Кульпой, это можно вспомнить тут его, относительно того, что американцы начинают воспринимать украинские программы перевооружения как серьезную проблему для своего ВПК, потому что мы, не имея тех ресурсов, которые у них есть, не можем себе позволить то дорогое оружие, которое они продают. И это стало проблемой. Так вот, он пишет, что на этой неделе президент Трамп объявил, что США разрешат для Украины строить ракеты Патриот, то есть дал лицензию, откроют лицензирование. И он пишет, вы были удивлены, если вы были удивлены, значит, вы не следили за ситуацией. Оборонительные технологии, создаваемые в Украине, поражают воображение
как качеством, так и масштабом. И это уже говорилось ранее, европейские страны активно закупают эти технологии, в то время как американское руководство продолжало твердить мантру, что Украина не имеет козырей. Несколько недель назад Украина объявила о создании системы, похожей на Patriot, под названием Freya. Похоже, Белый дом наконец-то проснулся. Freya представляет собой, это для Касьянова, Freya представляет угрозу для американской оборонной промышленной базы. Ну, фейковая как бы система, как фейковая Flamingo, фейковая Firepoint и все такое. Значит, украинская система ПВО Freya будет а. дешевле, б. производиться в больших объемах, с. не отягощена бюрократией и задержками американских военных продаж за рубеж. Она навредит продажам Patriot в Европе за ее пределами, сократит прибыль Raytheon и станет еще одним примером укрепления европейской безопасности и ослабления американской. Поэтому Трамп предложил Украине интеллектуальную собственность и права на производство ракет Patriot. Вчера, когда я был в эфире у Мосичук, то значит, Ира, SEO Firepoint, она как раз там, в принципе, детально, с профессиональным как бы чувством, толком и с расстановкой объяснила, что на самом деле лицензия на Patriot не означает, что они у нас завтра появятся, и мы их начнем производить там как пирожки, как там Firepoint производит FP1. Нет, она сказала, что уйдет несколько лет для того, чтобы развернуть это производство, потому что там есть куча разных нюансов. Я там тоже читал сегодня там несколько материалов на этот счет. Там ключевой нюанс — это топливо, потому что ракетное топливо, твердое топливо, которое прессуется там соответствующим образом, оно требует соответствующих технологий, очень высокой культуры проработки, значит, этого материала, чтобы там оно равномерно сгорало, потому что любая неравномерность и любое нарушение технологического цикла приводит к тому, что ракета либо взрывается, либо отклоняется там, по траектории там, и так далее, и так далее. Поэтому один из ключевых элементов — это топливо, которое технологически тяжело, сложно простроить. Именно поэтому Firepoint для своих баллистических ракет делает завод, или уже сделал, я не знаю, в Дании. Так вот, значит, этот полковник пишет, что, честно говоря, это операция по спасению, хотя это не идеальный вариант. Украинские ракеты Patriot все же принесут небольшой поток доходов в карманы Raytheon, хотя, вероятно, не в карманы его сотрудников, некоторые из которых, возможно, даже потеряют работу. Именно поэтому многие, включая меня, так резко критикуют позицию США. Бум оборонительных технологий на Украине подобен золотой лихорадке в Калифорнии. Европейцы просиживают у золотого ручья, а команда Трампа только начинает собирать свой обоз в Вашингтоне. Вот. Такие оценки, они формируют, как я уже сказал, соответствующее восприятие, perception, как бы, да. Украина и ее западные союзники готовятся к опасному лету. Это пишет Гидеон Рахман, один из ключевых, давай эту картинку, один из ключевых аналитиков Financial Times, значит, когда говорит, что Украина и ее западные союзники готовятся к опасному лету. Если они его переживут, шаг за шагом усилия давления на Россию, есть надежда, что к концу года Путину и его окружению придется признать ту реальность и отказаться от максималистских целей. Возможно, конец войны в Украине наконец-то близок. Вот. И, собственно говоря, тут возникает вопрос, а как мы можем соотноситься с этим и с такими оценками, и находясь внутри, находясь в первых рядах, мы прекрасно понимаем, что на самом деле мы тоже находимся под серьезным давлением, и общество устало, и то, что во Львове вот на днях было, и кадыровщина последующая, которую мы видели относительно там наказания этих молодых людей, которые бунтовали против ТЦКшников, показывают, что, в общем-то, у нас тоже есть внутренние проблемы, которые не менее серьезные, чем в России, наверное. Ключевая проблема у нас связана с перенапряжением общества. И тот же генерал при этом тот же генерал Бен Ходжес подтверждает тот тезис, который я тоже вот и вчера озвучивал, и неоднократно на протяжении последних месяцев, и даже лет озвучивал. Давай, выводи его тезис.
когда он говорит, что стратегические бомбардировки сами по себе никогда не решают исхода войны, и ни Люфтваффе над Британией, ни союзники над Германией. Украина терпит удары, разрушает российский экспорт нефти и газа. Со временем Россия не сможет платить за эту войну, и Украина на правильном пути. Ну, когда он говорил под последствиями стратегических бомбардировок, то в том числе вот эти кадры Вишневого, которые мы показывали выше, они как раз являются иллюстрацией этого, что даже разрушение инфраструктуры, жилищной там и прочее, оно чаще всего не приводит к тому, что противник ломается, и особенно если у него продолжает функционировать промышленность, а в нашем случае у России просто нет достижимых возможностей разрушить нашу промышленную базу, потому что значительная часть уже действительно находится в Европе, была релоцирована, в том числе из-за неудачного, скажем так, несмотря на все оды нашему ВПК, который поется, но экономическая политика относительно нашего ВПК, она тоже во многих аспектах имеет узкое горлышко и проблемы, что привело к тому, что многие компании вышли за границу и теперь уже как иностранные сюда поставляют то, что могли бы производить внутри. Хотя в условиях вот этих бомбардировок, которые расширяются и которые приобретают формат новой такой эскалации, более сильной, может быть, это и опция, которая является правильной в существующих условиях, потому что лучше иметь компанию в безопасном месте и способность там производить те или иные виды оружия, чем иметь ее здесь и тем самым постоянно рисковать, в том числе и жизнями и солдат, и гражданских. Так, смотрю, боты набежали, зайчики, я ж вас побаню, ну что ж вы такие наивные. Не забываем полайкать эфир, уже 3000 смотрит нас на основном канале, сейчас посмотрю, сколько на шортах. И, значит, на фоне вот этой всей бравурной, так сказать, бравурных вещей, которые я произнес, я хочу напомнить, что я вообще люблю возвращать в реальность, потому что нам важно всегда помнить, где мы находимся, потому что в отличие от Гидеона Арахмана и других аналитиков, мы находимся в эпицентре бури, и мы все рискуем здесь жизнями, в том числе особенно те люди, которые находятся на фронте. И вот сейчас, вот это видео, которое вы увидите, я его специально вам решил поставить для того, чтобы показать, какой ценой это все дается, вот это победы Украины на внешнем фронте, вот эти все оценки, которые вы услышали. Потому что те ребята с 47-й бригады, которых мы постоянно поддерживаем, и я попросил дать мне несколько сюжетов, это все происходило буквально вчера-позавчера, чтобы вы поняли, как выглядит война, реальная война. Давай. Це наша чи ні, блядь? Да я єбу. Ну вона впала. Ха, сука, посадив, блядь. Головне, щоб, блядь, не наша була. Да я єбу нахуй, да мені похуй чия то, блядь. Хуя вона по лісі піздує, блядь. Ну да. Що, рухаємося? Та подожди нахуй, ти ж свої глянь за неї.
Бля, це підерська? Да. Це підерська Велес. Я їй волокно перебив. Чув? Надо штурка. Бастион, я мать, просто почула. Кусачки надо. Кусачки. Це підерський Велес, нахуй. Здорова, блядь, 15 дюймова. Да. Сука, як ждун, да? А? Він як ждун, блядь, був. Да я ебу, а он, блядь, я в броні, я думаю, що я без броні, нахуй. Да. Та він ціленький, нахуй, дві батки, блядь, там. З накольником. Блядь, я думаю, це наша, нахуй. Чо? Бор? Принеси шнурки, там є в цьому. Візьми там в сумки 3 шнурка, візьми шнурки. Надо що, бля. Вот так выглядит, друзья, война. Это сейчас еще будет еще 2 сюжета. Я просто хочу сказать, что после вот этого сюжета они вечером, ночью поехали, вывозили тяжело раненого на роботах, с помощью роботов, слава богу, что не существует. Вот. И бывают моменты, когда на одного человека прилетает 10 вот таких вот дронов. Когда там Рубикон присутствует или другие части, которые очень хорошо воюют с их стороны. И у человека есть 6 минут, когда после того, как обнаруживает дрон, есть 6 минут для того, чтобы найти какое-то безопасное место, потому что в противном случае может произойти вот то, что могло произойти здесь. И таких эпизодов не счесть. А вот другие эпизоды, вот давайте вот еще их тоже посмотрите, они небольшие совсем, но чтобы вы понимали, какие они будни войны. Это просто пиздец. Я ебу нахуй. Ебать, оце води нахуй. Оце води в'єбало.
Пизда просто. Да, там есть еще один ролик, я его выложу, ну, тоже как бы вот из этого сюжета. Вот так им приходится все делать, поэтому они попросили сделать сбором, там копейки, 28 550 гривен, я думаю, что мы им больше накидаем, потому что эти ребята, один из них у меня был в эфире, юные абсолютно, заслуживают поддержки, потому что им разбили там машины, и они попросили на ремонт машин вот эти 28 550 гривен. 28 550 гривен. Вот, поэтому я дал в описании к эфиру и на основном канале, и на телеге, и сейчас на Романенко Шортс тоже поставлю. Значит, эти реквизиты, давайте им поможем, потому что болтовня болтовней, но реально все держится на таких ребятах, которые не дают врагу пройти внутрь страны. Вот. А только мне кажется, что картинка И, пишет Алекс 3817, ну, вам кажется, что это картинка И, потому что, наверное, вы из России, и вам много вообще чего кажется, как мы видим по тем заявлениям, которые идут из России. Это настоящая война, дорогие мои зрители. Значит, там еще пишут, что я это ИИ или нет. Нет, я живой. Вот могу даже показать, как оливку съем. Смотри, никакой ИИ это не придумает. Вот. Хоть перекушу. Вот, поэтому пироги у нас вот именно такие. Еще один сюжет, который я хотел сказать. Сейчас давайте забаню бота, а то смотрю, боты пошли. Вот смотрите, как работает вообще ботня. Ты засовываешь СВО, ну, любое словосочетание, которое у них находится в райдерах так называемых. Вот. И они сразу тебе начинают пачками лезть там со всех сторон, потому что попалось то или иное слово, там Путин, не знаю, СВО там и так далее. И оливка, да, вот настоящая ишка. Хейджи нам делал. Так, не обобщайте про Россию, в ней есть адекватные люди, и их большинство. Смотрите, в России есть адекватные люди, несомненно, я думаю, что их достаточно много, но я не думаю, что большинство. Вот, потому что если бы их было большинство, Россия не шла бы по тому направлению. Вот, а если это большинство, и оно трусливое там, и потому привело к такой ситуации, способствовало тому, что мы оказались вот в той ситуации, в которой мы есть, то какая нам разница, какое это большинство, если для нас тогда это большинство является проблемой. Поэтому нам уже надоело там разбираться, есть большинство, нет большинства. Мы имеем проблему, мы ее решаем так, как можем, тем более, что у нас своих проблем хватает. И два Котос пишет: привет из России. Привет из России. Так. Банка есть, банку поставила на Романенко Шортс, и поэтому давайте накидаем, побырикуем, чтобы потом, потому что я потом еще одной бригаде хочу помочь, которой мы тоже постоянно помогаем, они тоже очень просили. Так. Есть. Теперь еще один сюжет под конец, под занавес, потому что и так уже сколько мы в эфире. 1,5 часа. Батя донат ушел, отлично. Да, спасибо, я вижу, что уже сколько уже пришло. Если на PayPal кидаете, то в описании к эфиру там есть PayPal наш стандартный. Только пишите пометку для 47-й бригады, чтобы мы этот отличили и правильно переслали. Вот. Так, давай еще один сюжет. Я на протяжении недель много польской тематики затрагиваю, но она будет сейчас шуточным таким подтекстом. Во-первых, я хочу сказать, что на Романенко Шортс я ставлю там переводы, которые мы делаем. Я выбираю там самые интересные сюжеты. Сегодня еще после эфира еще несколько доставлю, потому что уже перевел, но не успел выставить.
Вот, для того, чтобы вы просто лучше понимали, что происходит в польской политике. И я выставляю либо на Романенко Шорс, либо на Инсте, либо на Фейсбуке. Не все выставляю на Инсте. Как правило, большая часть идет на Фейсбуке Хвыли, ну, которая у меня самая большая, там 1 200 000 с копейками подписчиков. Вот, и охваты больше, и, ну, соответственно, как бы быстрее и лучше расходится. Хотя Инста тоже в последнее время взлетела, там за последние 2 недели, или там 2,5 недели уже до 20 миллионов раскрутил ее по охватам. Так что хорошо идет. Вот. И, собственно говоря, вот там можно я не все ролики выставляю тут в эфирах на главном канале, но на Романенко Шортс и на Хвыли на Фейсбуке выставляю. Плюс некоторые ставлю еще на своем Фейсбуке именном. Вот, ссылки все в описании к эфиру есть. Так вот, ну вы все помните, что я там Косиняка-Камыша, это министр обороны Польши, я там разбирал несколько раз в контексте с ПИСом, без ПИСа там и так далее. И я все время вам говорил о том, что насколько польская политика похожа на нашу. И вот эта ситуация, когда там сейчас Трамп послал сигналы по поводу Украины, она просто каким-то чудодейственным образом повлияла на Косиняка-Камыша, и тот сегодня разразился, ну, просто такой веером различных заявлений, одно другого краша там относительно Украины. И я напоминаю, что там он является представителем крестьянской партии, которая фактически развалилась, и часть начинает перебегать к ПИСу там, или думает, как перебежать на следующих выборах, как Михаил Каминский, а часть вот под Туском находится, как бы с Туском маневрирует, но по ходу сам Косиняк-Камыш там и думает, где окажется на выборах. Сейчас по ходу взяла вверх как бы вот эта трамповская повестка, потому что я сам видел в Варшаве, как он там на форуме безопасности, когда выступал в прошлом году, то ну, под Трампа просто как бы так стелился по жесткому. И вот Трамп выступил, как вы знаете, в Анкаре, Зеленского там поддержал и сказал, что бейте, хлопцы, бейте, далекобойные удары и все такое. И вот он сегодня разродился рядом с замечанием, рядом заявлений. Давай, первое. Я предпочитаю, чтобы наши патриоты сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, потеряли разум. Меня это доводит до бешенства. Вот так вот жестко он сказал сегодня. Давай еще одну цитату. Я спрашиваю министра Пшидача, а измена это или глупость? То, что они вытворяют в последние дни. Эти небылицы, эту чушь, которую рассказывают, не видя, где польские национальные интересы. А польский национальный интерес в том, чтобы Украина выиграла эту войну. Вот. Ну, было еще заявление сегодня Туска в этом контексте, который сказал, что еще раз обращаюсь ко всем порядочным, мудрым, ответственным украинцам. Помните, что это великое европейское сообщество основано на правде, а правда это не абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому я рассчитываю, что на той стороне, в Украине, отрезвеют. Я также рассчитываю на то, что здесь, в Польше, сдержат эти привлеченные эмоции. Но это говорят накануне 11 июля, потому что будет годовщина Волынской трагедии в Польше отмечаться. И, ну, соответственно, как бы завтра я думаю, будет очередной тремор как бы в наших отношениях, потому что куча идиотов сделают соответствующие заявления, и дальше, как говорится, понесется. Вот, значит, на этом будем откладываться. Тут спрашиваем, с Дионисием стрим будет, я не знаю, кто такой Дионисий. Давайте несколько вопросов отвечу по поводу и без. Так, вы недооцениваете, как мощная пропаганда на ТВ промывает в России мозги телезрителям 50-55+. Она на заднем фоне при домашних делах булькая, но люди без альтернативных источников инфы буквально заберутся. Слушайте, нам это уже, ну, честно, без разницы абсолютно, потому что, ну, как бы, тут же перед нами не стоит вопрос, там, промыты они, не промыты. Мы не можем через каналы коммуникации, которые есть у Украины, до них достучаться, потому что Россия их просто обрезает.
Вот. И поэтому мы будем достукиваться через холодильник, через отсутствие бензина, через удары по объектам инфраструктуры, по военным заводам там, и так далее, и так далее. И Украина, я думаю, будет действовать в поисках узкого горлышка или узких горлышк, которые в конечном итоге будут загонять Россию на переговоры. Потому что длительная война на истощение, там, о которой там, тут говорят, что вот будет продолжаться там, до бесконечности, это бред собачий, потому что тут будет большой риск, то, что я говорил вчера в эфире Мосейчук, что если такая стратегия восторжествует, то это означает, что и Украина, и Россия будут играть в неопределенность по поводу прихода 1917 года, ремейка. Кто дольше продержится, когда придет этот ремейк. И тут как бы это опасно на самотек запускать такие сценарии, когда ты находишься в ситуации столь острого вызова. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки то, о чем говорил Гедеон Рахман, там, и остальные аналитики, там, и остальные политики говорят, там, да, это по поводу того, чтобы нащупать уязвимые места, которые позволят обострить ситуацию настолько, что будет рационализировано в сторону принятия неизбежного поведения российских элит, как у Николая I, который понял, что проиграл войну, и там что-то с ним произошло. То ли инсульт, то ли он там ушел в монастырь, значит, и исчез, не знаю. Короче говоря, ушел с престола, и закончилась эта дурацкая крымская эпопея, так же, как и в нашем случае, потому что здесь все с Крыма началось, и, скорее всего, Крымом и должно закончиться, как минимум через его полное блокирование, а судя по масштабу ударов, все идет к тому, что Крым будет потушен в течение ближайшего месяца или даже нескольких недель. И, соответственно, это будет как бы такой опция со стороны Украины, превращающей Крым в чемодан без ручки, который тяжело держать, и ресурсы, которые на его поддержку будут тратиться, будут идти по возрастающей, и, соответственно, издержки будут все время увеличиваться. Я думаю, что логика плюс-минус где-то такая. Вот. И вопрос, Юра, вы пользуетесь АИ? Нет, вы что, конечно, я даже не знаю, что это такое. Конечно, пользуюсь. Как можно не пользоваться в современном мире АИ? Вот, я им с утра до вечера пользуюсь. Юра, повторюсь, сегодня Ходорковский лайв сообщил, что за поребриком готовят законопроект о визах на выезд из страны. Выезд в группе по 10 человек, сопровождающими по утвержденному маршруту. Как вам? Я считаю, это великолепно, потому что те, кто еще дружит с головой, остались в России, должны оттуда бежать как можно быстрее. Потому что лазейка закрывается, и сценарий, который и у нас с Кульпой мы говорили все эти годы по поводу превращения в Северную Корею, он становится реальным. И тем более, что значительная часть населения в этом сценарии хотела оказаться, чтобы по периметру враги, чтобы эти враги угрожали, чтобы внутренних врагов искали, вешали, делали с ними все, что хочешь. Вот, поэтому, это чисто социальный, неправильно он пишет, некроз, это уже, это конец. Вот, это конец, просто самое главное, чтобы мы по такому сценарию не шли, потому что у нас тоже есть свой некроз и свои проблемы, которые мы 250 раз в наших эфирах поднимали. Вот. Теперь давайте еще по несколько вопросов отреагируем. Вы про танкеры говорили, сколько времени просрали наши власти. Только теперь бить стали, начали бы бить в 22-м, уже много бы изменилось. А как бы они били, если у них нечем было бить? Запад не давал инструменты, дронов еще не было. И у нас ушло несколько лет со всей неэффективностью нашего госаппарата и оборонки на то, чтобы появились инструменты. Поэтому как только появились инструменты, начали бить. И сейчас мы видим развитие и следствие того, что этот инструментарий за последние пару лет развился. Вот и все. Так, Алекс пишет, Мастерс.
В связи с тем, какой слом в российском обществе происходит с осознанием войны на фоне бензинового кризиса, было бы интересно превратить Шульгу из ИКАРа с его исследования. Ну, я позову, я просто не знаю, они делали или нет, я с ним разговаривал, он просто был в командировке, они же там в армии где-то ездит, поэтому я не я не забыл об этом. Вот, позову. Так, Юрий, вы на Твиче стримите, Артемиус, ну как я могу еще на Твиче стримить, если у меня так просто как бы на разрыв все, я ж в слишком большом количестве всяких активностей занят, и это не только связанное с медийкой, но и, поверьте, за ее пределами мне тоже хватает чем заниматься. Поэтому нет. И мне тут бы еще выжать по максимуму из того, что у меня есть. У меня большая инфраструктура, и мы и так хорошо как бы вышли. У нас сейчас охваты под 100 миллионов уже в месяц, поэтому меня это радует. Так, пришел Василий Алекс из России и сразу спалился. Только какой дурак вас убедил в том, что вы избранные должны защищать Европу? Джонсон? Вася, иди нахуй, вот давай. Вот, посылаю тебя на понятном языке, в понятном направлении. Вот. Пусть тебя не беспокоит, кто нас там на что убедил и что делать. Так. Юрий, спасибо. Не думали сделать юмор-шоу впоследствии типа Джона Стюарта? Честно говоря, я давно об этом думаю и даже думал это делать в команде, ну, то есть как бы там подбирал людей перед широкомасштабкой, чтобы так стебаться по вечерам. Я думаю, что после войны, может быть, мы это сделаем. Там такое 12, как раз у меня пик активности в 12 часов ночи. Вот. И такое часовое шоу делать. Так. Что тут пишут? Так, как там исторический эфир об исторических примерах вербовки иностранных военных? Не знаю, о чем вы. Когда будет Куртьев по энергетике, но я скажу. Так, еще вопрос. Нам по заправкам в России бить, чтобы на глазах в очереди бензин сгорел. И смотрите, с учетом того, что они бьют по нашим заправкам, и это происходит уже в Киевской области, я думаю, что, конечно же, мы должны бить по заправкам, и я уверен, что мы будем бить по заправкам для того, чтобы там это все исчезло. То есть, смотрите, все развивается в той логике эскалации, которую я там еще весной говорил, что на несколько сот километров будет просто выжженная, выжженная инфраструктура, выжженная земля. Точно так же, как они нам уничтожают левобережье сейчас, точно так же, я думаю, что вот это все, что там по федеральной трассе Дон, ее окрестности и дальше туда километров до 500, вот, в пределе, но на 200-250 там точно будет выжигаться по полной программе, поэтому этого не избежать. Вот. Так, дамы и господа, поддержим отца, ставим на вкус. Так, спасибо. Ну, поддержите прежде всего наших бойцов, киньте хотя бы по 50 гривен им, потому что если вот эфир смотрит больше 3000 человек, 3000 по 50, сами уже посчитайте, сколько это будет. Я вот смотрю, сколько мы уже на Монобанку собрали. 8370, ну я вас умоляю, ну как бы поднажмите, ребята, ну это ж совсем быстро можно закрыть этот просто смешной сбор. Так. Николай Кравцов. Юра, ты, конечно, олуха и отброса нашел как представителя российского бессознательного. Ну, слушай, какой социум, такой и олух и отброс. Поэтому ну, он забавный. Он забавный, и самое главное, вот все темы, которые там у них циркулируют, все поднимает. Поэтому я за ним долго смотрел и сегодня не удержался. Так, фаер-шоу от Мадьяра. Да, это будет у них как бы все лето фаер-шоу от Мадьяра. Когда в связи с Фламинго вы упоминаете Касьянова, было бы честно вспомнить Артигрина. Ну, давайте вспомним Артигрина. И что, ну, хорошо, Артигрин тоже заблуждался по поводу Фаерпоинта. И я это говорил ему, и в эфире у меня говорил. И Колю давайте вспомним Фельдмана, который всю эту хинею поддерживал, несет по своему... ну, ладно, по причинам, по которым мы с ним разошлись. Так. Путин поднял волну украинофобии в России или возглавил ее? Путин всю эту волну организовал, этого достаточно, чтобы понять, что там с Путиным.
Так, мы можем сделать какой-то красивый символический жест для помощи польским политикам. Ну, кстати, хороший вопрос, потому что завтра, конечно, можно было бы сделать флешмоб и записать обращение к полякам на польском языке, там хэджи перевести, я, может быть, так и сделаю. Там минутки на 3 записать, для того, чтобы шорты там подхватили, а лучше на 1,5. И сказать им, в чем они заблуждаются, и в чем мы абсолютно разделяем их горя и там восприятие этой действительности. Но самое главное, что они не понимают, что для большинства украинцев эта тема, она просто не существует. И когда я вам Лешика Миллера расставил, который говорит о том, что украинцы там чего-то знают и боятся, то это как раз показывает то, что они просто не понимают, что для украинцев эта тема не существует по объективным причинам, поскольку она не затрагивала большую часть Украины, поскольку она умалчивалась в советское время, поскольку во времена независимости Украины она на ней не фокусировалось внимание, и как следствие мы все это узнаем сейчас на протяжении последних лет, и это еще впереди много чудных открытий там относительно нас самих и трагических страниц нашей истории. Так. Смотрите, Юра, давайте с Хомяком сделаем эфир по мифам в российском сознании или текущим изменениям мутации в моменте. Мы это сделаем, я уже с ним поговорил. Мы это сделаем через 2 недели. Мы уже с ним договорились. Вчера только с ним разговаривал. Так, Зеленский с Наврудским на саммите встречался. Могут ли они договориться снять градус неадекватности? Смотрите, я думаю, что в текущем моменте это не получится. Так, ракеты для систем Патриот, вероятно, будут производиться в Германии, а на территории Украины, Reuters, производство может быть перенесено в Украину после окончания войны. Смотрите, какая разница, лишь бы они производились. И тем более, что в Германии уже есть технологии, есть производство. Поэтому, если мы будем вследствие этого получать ракеты и продолжим развитие Фрейи и построим ее в конце концов, то это будет правильное сочетание возможного и желаемого, назовем так. Юрий, как вы думаете, война в сентябре закончится? Понятия не имею. Тут ключевой вопрос, закончится она или не закончится, будет формироваться вот в эти 2 месяца летние и, наверное, там сентябрь, когда Украина и Россия будут мочалить друг друга по полной программе. Так. Так. Добрий вечір, Юрій. Зробіть ефір чи долому. Це на Романенко Шорс пишуть. Я хотів би почути від вас приклад можливої новітньої концепції історії України, яка б включала шанування українських воїнів в складі радянської армії, боротьбі з Рейхом воїнів УПА, які являються теж частиною сучасної історії, модель або концепція, яка б не виключала наших видатних за часів радянської влади та Російської імперії. Да мы, в принципе, об этом достаточно последовательно говорили неоднократно в эфирах. Может, и сделаем. Этот эфир уже объясним, как мы это видим, потому что я действительно сторонник того, чтобы у нас было непротиворечивое отношение к нашей истории, целостное, с признанием того, что мы были в составе тех или иных империй, что мы там играли важную роль, и что и Сидор Ковпак, и условно УПА, они имеют право находиться на пантеоне, как минимум в равных позициях, а по ряду моментов, я думаю, то, что происходило в центре или на левобережной Украине, оно имеет более мощные позиции по своему результату и по своему влиянию на мировую историю. Поэтому вот так вот. Так. Федеральную трассу Дон в честь Кадырова назвали? Нет, я думаю, в честь резиновых изделий.
Так. Интересно ли, понимает ли общественность, что лицензия – это шаг в желании не дать Европе автономность в ВПК? А вы слышали вообще, слушали на эфир, и там, где я этот вопрос поднимал? Так, почему... Надеюсь, Хомяк сделает это эксклюзивно, не сольет эту тему за 2 недели Коле. Смотрите, он в любом случае это будет делать эксклюзивно, потому что он будет это делать со мной, потому что это у меня в голове, и соответственно, дискуссию мы будем разворачивать совместно. Поэтому, ну какой Коля, о чем вы говорите? Так, вы там смотрите футбол, но я его не смотрю. И даже я, честно говоря, ни одного матча не смотрел в чемпионата мира, и поэтому вообще не в курсе, что там происходит. Так. Ботва. Ну что ж вы такие тупые? Ну как появляется русский дух, сразу начинает смердеть. Так. Так, благодарю. Ответ. Стрим с Денисом Денисом. Ироничный политолог поколения зумеров, входящий в 25-летний возраст и старше. Хотим совместный стрим. Вот вы уже от него пришли. Я Денису сказал, какая концепция эфира, какая архитектура эфира, чтобы мне было интересно. Потому что если мне не интересно и не выгодно, я просто не буду это делать, потому что у меня слишком времени... Я слишком ограничен во времени, поэтому мы скорее с ним сделаем, чем не сделаем, но я просто от него жду развернутых и понятных для меня ответов, чтобы я принял решение. Так. Смотрю еще. Лещенко вчера что-то антипольское пытался вернуть, что он там вокзал не построили в Хелме, а то все их просто херня. Потом в тот Хелм мимо пролетают. Так. Что тут еще было? Давайте чуть выше посмотрю. Угу. Так. Так, вначале тоже ничего особого смотрю. Посмотрю на шортах. И посмотрю, сколько мы нашим бойцам кинули. О, уже 15 тысяч, осталось 13. Ну, докидайте еще 13 тысяч. Чтобы они свои машины отремонтировали. Так, всем, кто на баночку кинул, большое спасибо. Спасибо, что поддерживаете их. Так. Так, смотрим, что ж вы тут на шортах писали. Так, здесь вот смотрю интересный комментарий. Ли6 пишет. Мне кажется, здесь дело не в том, что дипломатия Зеленского, а в том, что, как обычно, победа достигается по причине того, что противник начинает допускать ошибки при условии, что ты их не допускаешь. А создание модели устройства общества, которая снижают вероятность ошибки, это уже отдельная. У вас там полемика была с Катей Гудиш. Смотрите, но это вы только что проиллюстрировали известную сентенцию Сюнцзы о том, что непобедимость зависит от тебя самого, а победа зависит от врага. Чем больше ты сделаешь для того, чтобы у тебя была сильная позиция, тем больше вероятность того, что враг тебя не сможет одолеть. В свою очередь, победа над врагом зависит от способности подлавливать его на ошибках и свою непобедимость конвертировать в победу. То есть, когда враг тебя не может разбить, а ты поймал его на ошибке и соответственно, опрокинул. Вот, поэтому вы говорите как раз именно об этом. Вот. Мы совершили огромное количество ошибок, и я еще раз говорю, если бы наше государство было процентов хотя бы на 15-20 эффективнее, то, наверное, война бы уже давно закончилась, потому что в этой борьбе долбоебизма с обеих сторон все время стороны соревнуются в том, кто осуществит более идиотский шаг. Пока нам удалось там вырваться, но я еще раз говорю, что
эта фора будет продолжаться несколько месяцев. Так. Есть ли шанс снизить градус напряжения с темой ТЦК и мобилизации, или ничего не будет делаться до конца войны? Смотрите, я просто пока смотрю на это пессимистично, потому что те реакции, которые мы видели сегодня, и вот эти вот признания в кадыровском стиле там, своей вины у этих там, значит, львовян, которые там извинялись за то, что там совершили. Вот, я думаю, что это зарывание, ну, как бы голову в песок по-страусиному и нежелание признавать того, что ну, конфликт постепенно вызревает и приобретает все более угрожающие черты. Так, сегодня что-то такое попало в сеть по переговорам китайцев, пишет. Кистрицы явно рвутся в модераторы переговоров. Из интересного исчезло требование ухода нас из Донецкой области. Угу. Ну, посмотрим. Я думаю, что в ближайшие недели, ну, они будут жаркими и определяющими. Идем мы в безумный трек на зиму или будем как бы выпрыгивать. Так, что тут я еще не отвечал? Это отвечал. ВЦИОМ на днях звонил с опросом на эту тему, но я уверен, что до момента консолидации информации и представления заказчикам они отфильтруют ее 1000 раз. Так. Бендер. Это страшно, это масса оболваненных бедных стариков, в вопросах меньше остальных, хочет мира, их много. Смотрите, эти все опросы, но что в России, что у нас, они не имеют никакого значения, просто как инструмент легализации какого-то решения, которое приняла уже элита. Все, больше ни для чего они не служат. Юрий, а когда военный ждать в эфире? Так 2 дня назад же был военный у меня в эфире. Так. Так, исходить надо еще из одной безумной зимы, а будет как сможем. Ну да. Так, когда увидим назревший конфликт в Румынии по времени, вы о чем? С Румынией, у нас, я думаю, есть год. И прежде чем там вызреют такие же тенденции, как в Польше. Так, все, будем уже заканчивать, потому что я посмотрел на это 23:42. У нас до комендантского часа 15 минут. Так. Юрий, существует ли на данный момент хоть какая-то определенность с войной? Конечно, существует, она обостряется. К несчастью. На самом деле весьма невероятно, как мы достойно держимся в такой войне, несмотря на ошибки и проебы. Все-таки Украина больше, чем государство. Это 100%. Украина... Я написал все в начале войны еще в этих 2 статьях, там, или 3 статьях, которые на Хвиле есть в марте 22 года, что украинцы это Запад в большей мере, чем сам Запад во всех его лучших проявлениях. Сори за неудобный вопрос. А как там Арестович, он что, снова поразился? Что вы по этому поводу думаете? Смотрите, я устал по этому поводу что-либо думать, поэтому я ничего по этому поводу не думаю. Леша там играет так, как играет. Все мои замечания, которые я в свое время сделал, он проигнорировал, поэтому я перестал просто как бы за этим всем наблюдать, участвовать и каким-либо образом принимать в той или иной форме участия. Так, Юрий, будете ли вы обсуждать на канале тему о том, где и как можно простым украинцам заработать денег дополнительно до зарплаты и пенсии для донатов на ЗСУ? Мы время от времени разговариваем там с бизнесменами, там с этим, но предлагайте темы, я ж не против.
Так, Арти Грин говорил, что ракета Firepoint — это летающее бревно, которое может куда-то долететь, только если там не будет ПВО. Что он не так сказал? Да он все не так сказал. Бревна долетают, бревна уже рассматриваются всеми на Западе как серьезный фактор. И вот этот ЧОС, который мы слушали все это время, он был крайне вреден для того, потому что он создавал соответствующее настроение участия общества. Вот и все. Поэтому Арти Грину вместе с Касьяновым нужно признать, что они ошибались, то, о чем им изначально говорили, и перестать нести ахинею. Вот и все. Так, возможно ли по Новой Венгрии эфир организовать? Да, я готовлюсь к этому, и я готовлюсь оттуда экспертов привести, так же, как и с поляками. Я думаю, что, может быть, на следующей неделе, либо через 1,5-2 недели мы сделаем тут у нас в Киеве большой такой хурал. Вот, и обговорим наши проблемы. Все, я буду заканчивать, потому что 15 минут осталось до комендантского часа, и нам нужно успеть добраться к нам домой. На этом заканчиваем. Поддержите сбор, он в описании к эфиру, и поддержите наших воинов 47-й бригады, которые сами видели, в каких условиях сражаются. И на этом все. Надеюсь, до завтра. Пока.